Всем привет, я Влад, вы на канале Divine Touch. Сегодня я расскажу, как повысить хешрейт вашей видеокарты для майнинга эфира, а также и других монет. Данный способ подойдет как для карточек Nvidia, так и для карточек AMD. В общем, это видео будет полезно абсолютно всем, пользоваться мы будем MSI Afterburner. Перед началом очень важно сказать, что для каждого алгоритма нужен свой определенный разгон. Например, для майнинга эфира важна частота памяти, а Power Limit и частота ядра почти никак не влияет на хешрейт. А вот для майнинга CFX требуется и частота ядра, и частота памяти. Думаю, вы поняли, что универсального разгона для всех алгоритмов не существует. Нужно каждому подбирать индивидуальный разгон, и давайте я покажу, как это сделать. Переходим по ссылке в описании и качаем MSI Afterburner. Данная программа нужна для разгона видеокарты. Далее нужно будет открыть архив и папку в ней перекинуть на рабочий стол. Теперь проходим небольшую установку. Везде нажимаем «Далее» и соглашаемся с условиями установки. Теперь открываем программу, которую мы скачали, и открываем майнер. После открытия майнера нужно будет немного подождать, пока он прогрузится. Далее фиксируем наш текущий хешрейт, у меня это 35. Теперь ставим курсор на показатель Power Limit и вписываем 0. Далее нажимаем на галочку, вместе с Power Limit понизится и Temp Limit. Теперь обратите внимание, что хешрейт почти не изменился, а вот потребление электричества стало заметно меньше. Это очень важно, так как мы все платим за электричество, и чем меньше будет потребление, тем меньше мы будем платить. А также заметно уменьшилась температура видеокарты, что тоже очень приятно. И как я сказал ранее, эфиру не важна частота ядра, поэтому стараемся уменьшить его до минимума. Ставим курсор на показатель частоты ядра и вписываем минус 50. Жмем на галочку и ждем примерно 2-3 минуты. Если хешрейт упал, то возвращаем как было. А если хешрейт остался такой же, то продолжаем. Добавляем еще 50 и получается минус 100. Ждем также 2-3 минуты, пока прогрузится, и проверяем, не упал ли наш хешрейт. И так до тех пор, пока хешрейт не начнет падать. В моем случае это минимальный показатель, который я могу поставить, так как уже при минус 150 хешрейт стремится вниз. Теперь переходим к самому интересному, это частота ядра, и ее мы будем повышать. Ставим курсор на показатель, изначально там будет 0, и сразу можем вписать плюс 300. Жмем на галочку, и уже на этом моменте начнет расти хешрейт. Если сразу хешрейт не вырос, это нормально, нужно немного подождать. Но если все окей и никаких вылетов нет, и компьютер не зависает, то продолжаем. Повышаем еще на 100 и уже вписываем плюс 400. Следим за хешрейтом, пока что все отлично, он только растет. И так до тех пор, пока не случится первый вылет или рестарт. В моем случае это плюс 750. А если ставить больше, то карточка начинает нестабильно работать. Поэтому оставляем оптимальное значение. Самое главное в этой работе не перестараться, потому что иногда через сутки у вас может перезагрузиться майнер, а вы этого даже не заметите. Теперь для удобства давайте добавим этот профиль. Жмем на иконку «Сохранить» и выбираем, под какой номер мы хотим установить наш профиль. Я выберу цифру 2, и теперь, если все забьется, я могу не переживать и применить свой разгон снова нажатием на эту цифру. Вот таким вот способом мы подбираем каждому алгоритму свой разгон. Если остались какие-то вопросы, то оставляйте их в комментарии, я обязательно на них отвечу. Не забывайте подписаться на канал и поставить лайк под это видео. Удачи и пока!